Холла амигосы, вы на канале Здесь Нарцисс, меня зовут Артём, и это игра Sherlock Holmes The Devil Daughter. Вот мы вышли со Скотланд-Ярда, с Police Station, станции полиции лондонской. Да, сейчас до сих пор она там находится, кстати, в наше время, Скотланд-Ярд. Все знают, все слышали, наверное. Славно известный Скотланд-Ярд. И сейчас нам нужно, друзья, вернуться в клуб и продолжить наше расследование. Так, что это? Календарь мая таит в себе проклятие. Убийство произошло так, как описано в проклятии. Поскольку жертва убийства была членом археологического клуба, клуб требуется осмотреть. Нужен ордер на обыск. У нас он есть. Словарь мая. Обыщите гостиную клуба. Погнали! Так, что мы можем еще? Факты преступлений. Не связано. Факты преступления. Нет. Так. Это все не связано. Да, кстати, это плохо, что здесь вот так все легко. Согласны? Извините, друзья, будь здоров, спасибо, пожалуйста. Так. At your service, Mr. Holmes. Ясно. Poor Sir Charles. A crime at his club, it's a terrible thing. But where is the statue? Did it vanish? An abominable crime. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key. But I do protest. Серьезно, почему же ты протестуешь? Интересно. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say anything? We have a right to know the truth. Так. Все, отлично. Погнали. Опа. А вот и клубешник. Ничего такого особенного. The late Mr. Bromsby's Коллекция collection. покойного мистера Бромсби. The late Mr. Коллекция Blinkhorn's покойного мистера collection. Блинкхорна. Друзья. The late Mr. Коллекция Smith's покойного мистера collection. Смита. Майя. По-моему, только здесь нету символа. Здесь вообще какой-то пиратский символ, как будто нет. Но это тоже символ майя. Так. The late Mr. Коллекция покойного Sutherland's мистера collection. Садерленда. Это египетские символы, это уже не символы майя. The late Mr. Roberts' collection. Роберта. Коллекция. Спартанский шлем. Так. This metal globe is very impressive. Ух ты. Some bits are missing.
Some bits are missing. Чего-то не хватает. А где же это что-то? These antiques look quite valuable. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. Нифига себе здесь. This piece has been cleanly and intentionally cut. Нифига. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Древности Захари. Interesting. The men who own these collections are all dead. Согласен. Понятно. Ничего особенного. Захария. Это, кстати, тот, который умер. Тот, которого убили. Череп. Ладно. А, стоп. Странно. Все не помогает. Ладно, пойдем дальше. Кстати, отсюда нельзя больше никак выйти, да? А, получается, да. Странно. То есть только одна гостиная и все в этом доме. Ладно, смотрим фотки. Кстати, это же Чарльз. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Zacharias Greystoke. Гватемала. I wonder who this man is. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. Согласен. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Чё, все? Ага, золотой гватемальской статуи. Понятно. Тут ничего, тут ничего, остается здесь только. Так. Кто это? Ah, Sir Charles was once a captain in the guard. Да. Сначала не узнал. Так, что у нас здесь еще фотка? The 50th birthday of Lord Stevenson. Стивенсон, 50-летие. Charles Yellingham has a large family. Дорогой сэр Чарльз, доводим до вашего сведения, что мы успешно провели новый платеж за счет вашего клуба. На счет вашего клуба. Тем не менее, платежный период сокращен до 1 месяца. Сумма кредита до 1000 фунтов из-за предыдущих просроченных платежей.
Если вы пожелаете ознакомиться с счетом, обратитесь к управляющему банка. Мистер Блэк, счетовод банка Ллойдс. Март 1881. Ювелиры С. и сыновья. Сэр Чарльз Еллингем. Подтверждаем получение вашего предмета 458 грамм чистого золота в виде части золотой гватемальской статуи. Мы согласны его купить. Деньги будут переведены в течение 48 часов после получения этого письма. Несмотря на то, что эта сделка полностью законна, мы уверяем вас, что сохраним все в тайне. Друзья, ну вы поняли. Что здесь? Мистеру Оливье, руководителю компании «Королевские праздники», организовать церемонию награждения по случаю самого известного соревнования в нашем клубе. Плану заявки для приема 20 ящиков шампанского, обед на 40 человек из ресторана, местный музыкальный ансамбль для развлечений, 30 цветочных композиций для украшения стола, пригласительные карточки для гостей. Мне известно, что это будет дорого стоить, но прошу вас предоставить мне время для этого платежа, ведь я помню, сколько вы были великодушны в прошлый раз. Заранее благодарю. Сэру Чарльзу Еллингеру от Бритни Лавлейса, начальника финансовой службы банка Ллойдс. Дорогой сэр Чарльз, по нашим данным, вы снова задержали, это в 4-й раз, платеж по кредиту, взятому у нас. Любая отстрочка платежа превращает пеню 7 фунтов на 10, ну я не понимаю, 10 дней, наверное. Изучив ваше предложение, мы согласились принять в качестве платежа по кредиту часть коллекции вашего клуба. Она будет продана на частном аукционе. Все вырученные деньги будут направлены на ваш счет. Interesting. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Да, как видите. Еллингем, как я сказал здесь перед всеми, вы не можете отдать этот календарь. Я хочу изучить его. Мы должны обсудить это до начала церемонии награждения. Я уже предупредил другого участника. Захари Грейсток. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Отлично. Дальше что делать? Поговорить с Захарием, что ли? Эти части. Ну, Атлантический океан, это понятно. А вот это, если я не ошибаюсь, это и есть Гватемала. Но Гватемала это Южная Америка. А вот эта штучка, которая отвалилась, она Мексика, да. Мексика. Ну, в общем, может я ошибаюсь, не знаю. Но, по крайней мере, этой штуки там нету. Не хватает частиц. Я здесь все осмотрел. Значит, мы удаляемся. Так, визит Грейстока. Сэр Чарльз знал, что мистер Грейсток будет в клубе утром в день убийства. Почему? Кажется, Грейсток наследство клуба после его смерти. Долги клуба. Долги клуба, коллекция Грейстока. Это понятно.
Сэр Чарльз желал смерти Грейстоку, чтобы получить и продать его коллекцию. Сэр Чарльз мог продать любую другую коллекцию из клуба. Нет? А вот это да. А знаете почему? Потому что он же не последний, я так думаю, член клуба. Но права у него на эту статуэтку есть. Как-то так. Окей. Сейчас были время и возможность подготовиться к приходу жертвы. Понятно. Ну все. Это уже несопоставимо. Поговорим с сэром Чарльзом. Думаю, стоит. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. Oh, all the items are from our club members. В смысле? Фотография из клуба. Не то. What's this supposed to mean? Never mind. Не то. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. А вот это да. But in fact you do. Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Ah, well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony. But I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Пока непонятно. Так, я думаю, что нам нужно вернуться... на Бейкер-стрит. Или сюда. Пока непонятно. Пока ничего нельзя сопоставить. Вот это да, вот это нужно изучить. Части золотой статуи.
общем, здесь нам... Пока я не понимаю, но здесь какая-то предстоит мистика, или это просто... Так, ну нам сюда не надо уже. Возможно... There's no need to disturb Lestrade for the time being. Значит, нам сюда вообще не надо. По сути, да? Правильно я понимаю? Здесь мы все осмотрели. С трупом тоже все ясно. Нам нужно на Бейкер-стрит разобраться с фотографией. Вроде все. Пока. Надеюсь, что-то из этого получится. Так, я так думаю, что мы можем на столе исследовать фотографии, правильно? Правильно. Что нам нужно сделать? Ну, по крайней мере, сначала нажать. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. I need a pipette. Пипет. Берем пипет. Берем пипетом, как он сказал. Там либо статуя какая-то. Let's gently remove the paint with a soft cloth. Нет, здесь кто-то стоит. И кто же этот? Aha. There's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, do you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Отлично. Отличненько, друзья. My analysis table. It's useful for my work. Календарь мая. Что еще у нас? Календарь мая. Ну все, типа. I do hope that bone has no connection to Watson's medical practice. Давайте еще с календарем мая разберемся. Раны, знаки и символы, значки, медали, единоборства. Знаки и символы. Ясно. Газеты. История. Вот. Империя Майя была основана в тропической неизменности в регионе, известном сейчас как Гватемала. И достигла пика могущества и влияния около 5 века нашей эры. Майя добились успеха в земледелии, гончарном деле и иероглифическом письме, создании календарей и математики, оставив после себя впечатляющие произведения архитектуры и символического искусства. Титульной нацией Даконки
конкистской Гватемалы были киче, также известны как киче майя. Название народа переводится как «много деревьев» и было связано с лесистыми горами, в которых он обитал. Тикунуман стал последним правителем и королем киче, сражавшимся со своей армией против испанских конкискадоров в битве при Пинале, где получил смертельное ранение от меча Дона Педро де Альваро, пронзившего его грудь. Легенды гласят, что даже после смерти Тикунуман продолжал защищать своих людей. Here it is. Понятно. Окей. Так, ладно. Так, ну с этим все понятно. Так, комната Ватсона, я так понимаю. А, нет, это комната моей дочки, точно. Как со мной Ватсон может жить, правильно? Ватсон должна быть своя квартира. Так, ну что, я думаю, пора переодеться. Слишком долго мы носили вот эту одежду. Это отлично. Жаль, что плащ не двигается. Так, а мы можем, да, поехать туда, в эту клинику? Ня. Значит, мы что-то еще не сделали. I do hope that bone has no connection to Watson's medical practice. Я так думаю, что нам нужно вернуться. Да какой дедуктивный анализ? Нету еще ничего. Я вот думаю, мы можем, в принципе, на фотографиях найти его. Не знаю, правильно мы что сюда вернулись с ним, пока непонятно. Но мы спросим у него. Можем, по крайней мере, спросить. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albeit. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Понятно. Экспедиция факта преступления. Это понятно. Реально. Мы сразу типа раскрываем дело.
Убить стало проклятие. Захария Грейстока убила статую такого, чтобы проклятие из храма Кичи смогло бы исполниться. Повредить репутацию Лестрейда. Я понял. Ну вы поняли, да? В чем суть? Так что пока у нас вот так вот. Репутация. Реально. Так. Тут все понятно. Сэр Чарльз не знал о существовании проклятия, возможно, не делает его убийцей. Сэр Чарльз знал о проклятии, у него была отличная возможность. Я думаю, тоже. Как вам такое? А? Сэр Чарльз виновен. Но я не готов признать. Сэр Чарльз виновен. Сэр Чарльз убийца. Он использовал легенду о проклятии, чтобы убить Захария Грейстока и завладеть его коллекцией древностей. Сэр Чарльз выдумал убегающую стать, чтобы скрыть свое преступление. Нет, мы продолжим расследование, конечно же. Мог продать любую другую. Не мог он продать любую другую. Почему? Другие коллекции. Не, ну он не мог. Не знал о проклятии. Спейс улики, что еще? А, это у нас все остальное осталось. Мало улик, мало. Нужно еще. У нас есть с кем поговорить. Poor Sir Charles. A crime at his club, it's a terrible thing. Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Опа. Окей. Погнали. Приехали. Становится все интереснее. Так, давайте глянем еще раз. Граб-стрит, дом 8. Keaton-Street. Стрит, нужно Граб-стрит. Это есть. Gumble's Road. Роуд. Странно. Окей, давайте дальше пробежимся. Граб-стрит, дом 8.
Possum Street. Алло. Gumble's Road. Ясно, значит, это дальше. Где-то дальше. Cranny Street. Cranny Street. Cranny Street. Grub Street. Grub Street. Отлично. 8. 2. 4. 3. 5. Мы на месте. Надеюсь, меня здесь никто не убьет. Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Опа, Педро Альварадо. Вы поняли, да? Убил Текунумана. There were 2 large boxes. A drawing of Tikkun Uman. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. А не похоже ли это на статую, где рука держала копье? Не? No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Ошибся я. Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Ну, Fresh scratches. A furnace for melting metal. Something large and heavy was dragged here. 2 large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Tikkun Uman's statue. Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. так, ну вроде все смотрели, друзья. Ну, чему же он был беспокоен? Я надеюсь, он жив еще. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Huh, reassuring. Это понятно, что это для работы с мелкими предметами. Наверное, грубая работа.
неточный. Бернарду Марли, значит, это другая работа, да. Бернарду Марли не больше 45 лет. Он руководитель плавильни и является членом археологического клуба. Неряшлив, скорее всего, живет один. Бернард суеверный человек, что видно по многочисленным амулетам. Ясно, что он много сидит за столом в кабинете, работает с острыми предметами и машинным маслом. Он использует очки для работы. Окей, Захарий. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit's disease worsened suddenly. There was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years? Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Did Zacharias believe in the prophecy? It's not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go? I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Действительно. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. But in fact you do. You made Well. the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tekun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekun Uman? Nobody. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. Хорошо. Apparently, Marley has built multiple statues of Tekun Uman. В принципе, может, они и сообщники, кстати. Вместе с Чарльзом. Это не факт, конечно. Нужно поговорить с Ватсоном. Я так
Это видно сразу, но попытка не пытка, вдруг я ошибаюсь. Так, мы на месте. Вообще-то мы договорились, что играть никто не будет. Caitlin's at Miss Alice's playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Oh, but- Watson. Исследуем. I can't help myself. I must open this letter. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. I need to turn on the gas burner first. I need to open it with something sharp. Я понял. А, нельзя выключить чайник? Элис, ты все-таки это сделала. Ты смогла поселиться рядом с ним. Это ли это Элис, о которой я думаю? Ты молодец, он очарует тебя, но будь осторожна с ним все время. И я решил сообщить тебе, что нашел судно твоего отца. Оно немного повреждено, но еще на плаву. Ты сможешь использовать его, если захочешь. Ты должна знать, что твой отец был мне как брат. Если есть что-то, что угодно, чем я могу тебе помочь, прошу, дай мне знать, что угодно, сколь бы это ни было опасно. Miss Alice Друзья. planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. Вот это, друзья, основное дело. Let's reseal it, as if it was never opened. I need something to apply the glue. That's it. Вот эти все мелочи мне так нравятся, Don't друзья. stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. My analysis table. It's useful for my work. На балконе, говоришь. Окей. Поговорим. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you Серьезно? extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the Oh. truth from her, What? we all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secret, or for her to be unhappy. I have to go inside now.
Да. Ой, друзьяшки, ой, друзьяшки. Так. Ну что ж, Ватсон. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Отлично. Что же мне переодеться на распашку? Фермер. Черный, коричневый, зеленый, серый, светлый. Одежда. Моряк. Халат. С похмельем. Доктор. Понятно. Долго думать мы не будем, друзья. Я думаю, друзья, мы, наверное, на этой прекрасной ноте будем заканчивать эту серию. И уже в следующей мы отправимся в больницу. К этому странному человеку, который уже под другим именем ходит. Ну, с такой же болезнью. И с глазом. Так что, друзья, если вам это все нравится, если вас все устраивает, если вы меня, конечно, смотрите, значит, вас все устраивает. Значит, ставьте лайки, читайте Твиттер, подключайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь, кому не лень. Новое видео каждый день у меня на канале. Адиос, амигос, и пока-пока.